Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рак. Таро-прогноз. Таро-прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 сентября. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. И будем, конечно, реалистами, всегда об этом говорю. Но я должна сказать, что месяц сентябрь– это время для работы. И вот как ни странно, да, но это еще и для каких-то рабочих побед, как будто, да, важных решений, может быть, и важного выбора. Я допускаю, что и работы будет много, но и второй момент, а может быть и первый, это проработка наших уязвимостей. Именно уязвимости. Какая-то болевая точка. У каждого своя. Это, знаете, как посмотреть в глаза собственной тени. Уязвимость– это то, о чем вы никому не рассказываете. Это то, что глубоко в вашей душе. Это на протяжении всего сентября как будто притягивает наше внимание или даже настоятельно рекомендует. Вот есть какой-то пункт, который вам мешает двигаться дальше. И вот эту именно задачу нужно быть откровенным самим собой, словно разложить по полочкам. Или понимать, что вам мешает, может быть, жить счастливо. Вот это не просто мы ищем вот эту причину во внешних событиях, хотя, конечно, они и есть, мои дорогие, и я это понимаю. Но все равно, если мы не можем, а мы не можем изменить обстоятельства, мы не можем изменить людей, но мы можем изменить свое отношение к этому. Вот уязвимость, она должна быть именно с пересмотром отношения к этой задаче, к этой теме или какой-то проблеме. Ладно, мы пойдем с вами дальше. И мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы или ключевых события, важных событиях. А может быть, это просто будет сфера жизни, но тем не менее, как знаки судьбы, на что нужно обратить внимание, что нужно услышать, может быть, и так. Первый знак судьбы, второй и третий знак судьбы, мои дорогие. И мы откроем эти карты в самом конце. А сейчас мы с вами продолжим. И первая карта, что прояснится? Вот давайте узнаем. Какая тема, какой вопрос? Или в какой сфере жизни? Что уйдет, а что придет взамен? И по основным сферам жизни, любовь и личная жизнь, финансы, ваши достижения или дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то банально документы. Итак, что же у вас будет проясняться? А вот какая-то пауза, какой-то период ограничений, какие-то разные мысли, может быть, ворох этих мыслей, мои дорогие. Это карта искаженного восприятия. Наверное, все то, что я сказала до карт, вы сами захотите разобраться в каком-то вопросе. И, может быть, вы просто увидите все под другим углом или подсвечено как будто другим светом. То, что вы прежде, может быть, и себе надумали, здесь придется пересмотреть в связи с новыми реалиями. Может быть, это касается конкретного человека, а может быть, это и касается работы. Но мне сказали конкретно. Вообще мелкая карта, и тут самое главное быть реалистом. Это не просто слова, мои дорогие. Может быть, если мы спросили, что прояснится, ведь это больше эмоции. Это именно больше те эмоции, которые буквально завладели вашим интеллектом. Вам это мешает жить, вам мешает, может быть, даже дышать, хотя на самом деле ведь ничего вокруг подобного нет. Это мы думаем, воспринимаем мир, что оно вот так. Может быть, это и внутренние страхи, ведь по 8 именно нам страх, посмотрите. Вот эти внутренние страхи, они должны быть прояснены. Все то, что я говорила. Но давайте мы с вами откроем следующую карту. Что уйдет? Вот посмотрите, карта эгоиста. Я иногда называю, но вообще это карта материального успеха, денежная карта. Может быть, какая-то ваша стратегия финансовая, которая требует тоже, мои дорогие, пересмотра. Может быть, вы получите какую-то сумму, это ж не обязательно уйдет. Это имеется в виду, допустим, прежде вы зарабатывали одним путем, да, деньги, а тут вам нужно пересмотреть, потому что обстоятельства изменились. И значит, себя где-то еще нужно перестроить. А страшно. И Уран в Близнецах, как известно, все дробит. И для вас, к примеру, было бы неплохо, мои дорогие, иметь не один источник дохода, а два, как минимум. То есть
Вот древние китайцы говорили: не возлагай все на один корабль, он обязательно утонет. Вот такая древняя поговорка. Поэтому, может быть, вам нужно распределить правильно финансы. Не будет так, как раньше. Может быть, это вы будете даже, ну, разные счета, может быть, разные валюты. Или в разных способах вы храните. Кто-то, может быть, что-то приобретает. То есть, или каким путем к вам приходят деньги, я уже сказала, да? Но финансовая составляющая, она требует вашего пересмотра. Может быть, вы кому-то и помогали, а здесь вы задумаетесь о том, что нет, тут как-то надо мне подумать о самом себе или о самой себе. Давайте узнаем, а что придет взамен. Окончание. Вот что-то нужно закончить. Это не только страхи. Карта трансформации. Вы можете услышать какую-то новость. И это будет как отправной пункт совершенно нового жизненного этапа. И врата открыты. Это мы именно подзастряли в каком-то своем видении, восприятии. А на кону финансовое благополучие у вас, мои дорогие. И не удерживайте того, кто пытается уйти. Не пытайтесь еще раз с прежним методом, особенно теперь. Ну, как взять какой-то реванш? Отпускайте все то, что вот, знаете, как закрытые двери. Мы словно стучим в стену в надежде открыть дверь, а двери как таковой нет. И это где-то означает прошлого, не теряя время. Потому что вот нам человек показан, изображенный с весами, через песочные весы. И нам говорят, а время-то уже идет, время пошло. И есть у меня колода ангелов-хранителей, там 13-й аркан, я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, именно трансформация. Называется карта «Отпускай». Вот так, понимаете? И это окончание. То есть то, что пытается закончиться, дайте ему уйти из вашей жизни, закончиться, может быть, какие-то итоги. И вам легче будет жить. Вам легче будет смотреть в завтрашний день. У вас больше радости будет, потому что мы именно словно подзастряли в прошлом. Вот как этот человек на погосте сидит. И из всех красок только букет на этом погосте, больше ничего. Все так мрачно, уныло, серо. Просто время идти вперед, мои дорогие раки. Давайте я посмотрю. Восьмерка, с чем это связано? Башня. А ведь и правда, не продолжай то, что не нужно продолжать. Не действуй знакомым способом, действуй альтернативно, сохраняй себя. Здесь как будто успеть запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда вам нужно. Здесь буквально время может как уплотняться. И ведь это тоже отчасти трансформация. Но у вас есть возможность, у вас падают какие-то оковы. Всегда ведь прообраз башни – это как, ну, своеобразная тюрьма, и мы к ней привыкли, самое это вот важное, да, мы привыкли к этим стенам, мы и не думали, что это тюрьма. Мы думали, это наша крепость. Стены есть, почему не крепость? А вот тут именно стены рушатся, и мы понимаем, что мы долгое время находились в ограничениях, а теперь мы выходим из этих, мы должны выйти из этих ограничений. Может быть, это новые методы работы у кого-то, может быть, это завершение какой-то прежней грустной истории по отношениям. Может быть, мы тут вообще у кого-то и переехать куда-то с учетом 16-го аркана. Такое тоже может быть. Но опять же, окончание трансформация, окончание трансформация. Вот такой период жизни. И это связано все с внешними событиями. Есть то, что вы не можете изменить. Поэтому нужно действовать в направлении того, что изменить вы в силах, мои дорогие. Что же это еще? И вот вы понимаете, смотрите, здесь для вас как иллюзии, розовые очки не помогут, но точно так же глубокая философия, какие-то предубеждения, установки, они вас уводят от какой-то конкретики, которая происходит именно теперь, и именно сейчас. Хорошо, давайте мы тогда узнаем, что придет взамен, что это нам, что пытается войти в вашу жизнь, хотела сказать, но уже раньше открыла карту, туз кубков. Ну, вот на кону ваше благополучие и ваше счастье. Вот тут явно у каждого по-своему, потому что меня смотрят как и люди из разных стран, так и у каждого своя составляющая. Но ведь туз кубков – это радость, это счастье, рождение чего-то нового. Буквально здесь нам говорят, да, именно рождение. Это как нет вообще пространства, вселенная ждет вас, мои дорогие. А мы, ну, то на погосте на каком-то сидим,
то по мрачному коридору с закрытыми глазами ходим. Но это вот и вы чувствуете, вот как эта девушка, ну кто-то, по крайней мере, может периодически, вы знаете, как накатило. А, Обнаженность — это всегда имеется в виду, как, знаете, особая уязвимость. Мы вообще никакой защиты не чувствуем. Но это такая аллегория. Или семерка кубков, когда тут, ну, мы много чего хотим, а вот надо как-то рациональнее сузить какие-то ваши направления. Это правда. Хорошо, так а что по деньгам, мне хочется спросить, по девятке кубков? Какие-то траты вам точно нужно аннулировать, как будто исключить из своей жизни. Вам нужно что-то просчитать. По четверке мечей мы, безусловно, приводим мысли в порядок. Но обратите внимание, человек в темных очках и с тростью прогуливается мимо двери. Дверь закрыта, но человек даже не направил туда эту трость. Более того, если мы трость уберем, он и не похож на слепого. Люди, которые страдают этим недугом, они, как правило, имеют вынужденное немного положение тела. А нам, посмотрите, атлет показан, прекрасно развит плечевой пояс. Поэтому, ну, в темных очках он прогуливается, и все. И такое впечатление, что он или хочет показать, что я здесь был, или, может быть, это он специально так, как шапку-невидимку одел, и ему нужно просто посмотреть, что в данной местности происходит. Он ищет явно какую-то правду, он пытается решить какой-то вопрос. Ему нужно что-то обдумать, и поэтому все методы хороши. Вам нужно сохранять свое финансовое благополучие, самого себя или саму себя, но действовать. Будьте магами и волшебниками. У вас великолепно развитая интуиция, и значит, она вас правильно дает, как и подсказки, и, по сути, где-то уберегает. Поэтому, если нужно одевать маски, значит, нужно одеть маски. А если нужно одеть шапку-невидимку, значит, одевайте шапку-невидимку. Это, понимаете, уходит что? Уходит вот какая-то беззаботность, понимаете? По девятке кубков. Когда я все контролирую. Вот нам показан человек, он все контролирует. И это где-то финансовая карта. Вот мы сейчас раскроем. Нет, тут есть какие-то нюансы, когда вам нужно и не оплошать. Проверьте пароли аккаунтов, например, да, если платежные электронные системы. Не нажимайте на ссылки первые попавшиеся, которые вы посылаете на почту. Проверяйте, откуда вообще к вам пришло письмо. Не нажимайте, может быть, так вот не подумав, на какую-то триггерную рекламу. Не попадайтесь на какие-то уловки чужие, понимаете? Задача сохранять самого себя. Лучше в чем-то посомневаться, перепроверить, нежели поставить или подвергнуть себя риску. Любовь и личная жизнь. Ну, наверное, в парах тут без изменений. Хотя для кого-то вот это, когда ничего не меняется, мне уже надоело. Но, тем не менее, тут всему свой срок. Старший аркан. Поэтому я думаю, для большинства из вас, особенно для тех, кто человек семейный, тут все идет своим чередом. Тут как раз наоборот, это карта на семью, на любовь. Ну, вот такое все размеренный темп жизни, может быть, в семье, да, есть какое-то взаимопонимание, есть по этому аркану, допускается, кстати, и не случайная случайность, как новость, которая будет касаться вашей семьи. Ну, тогда вы вместе будете что-то обдумывать. То есть все равно баланс, гармония, мои дорогие, эмпатия в вашей паре, она будет. А если, ну, вы один или одна, то не могу сказать по этой карте, что точно состоится новое знакомство. Или буквально ждет вас любовь за первым поворотом. Увы, нет. Тут скорее будет продолжаться, но все-таки и 10 дней не такой большой срок. Это прежнее состояние. Но и для тех, кто в сложных отношениях, все же по умеренности мы можем договориться, помириться. Ладно, финансы, вот интересно. А вы знаете, какая-то новость к вам придет по жезлов. Пажи всегда новости. И, кстати, мы по пажам, как прилежный ученик, изучаем что-то. Но по пажу жезлов это какая-то еще и перезагрузка. Все то, что я сказала. Действительно, нет смысла надеяться, что какой-то вопрос решится сам. Где-то нужно подготовиться к тому, что и, может быть, на работе будут перемены, или откуда к вам приходят деньги, да, мои дорогие, то тоже вам придется адаптировать себя к каким-то новым условиям. Но перед вами как будто открывают эти двери. Может быть, и вы куда-то пытаетесь попасть,
и уже вот так с подарочком. Но тут мы можем опять же быть со стороны любого персонажа, да, но еще мы пока не бежим впереди паровоза. Но первые шаги все-таки мы делаем, но делаем аккуратно, осторожно. Но по финансам тут явно идет либо пересмотр, либо изучение, либо это как мотивирующий момент, какая-то новость, которую вы слышите, или, может быть, и предложение какое-то. Тут у каждого будет по-своему. Давайте мы узнаем, а что же на работу, на дела, на бизнес. Смотрите, у вас выпадает двойка мечей. И вот эта карта в этой колоде, она не совсем простая. Нам показана монахиня и младенец. Явно открыла внезапно дверь, потому что услышала плач младенца за дверью. Это женщина добрая. И вдруг видит маленький крошечный младенец. Вот среди холода и луж находится в корзинке. И она оторопела. Я надеюсь, это видно. Она настолько опешила. И на какой-то момент она замирает. И нам ведь художник прорисовал именно монахиню. И согласитесь, прежде чем человек принимает монашеский постриг, явно этому всегда предшествуют какие-то очень сложные житейские или жизненные события. Это всегда как ситуация выбора. И уходят из нашей вот именно жизни мирской, потому что, ну, вот на какой-то период человек столкнулся с такими сложностями или сложными ситуациями в своей жизни, и он не знал, как поступить. Но и он не мог поступить как-то, ну, может быть, не по закону или в обход своим убеждениям. Тут или действительно его жизнь как в рамки какие-то поставила. Тут ведь, понимаете, благородство сочетается по этой карте, и когда я не вижу выхода. Вот поэтому, да, и нам прорисована монахиня. Но явно ведь она мечтала, и кто знает, может быть, о семье, о теплом уютном доме, когда будет много детей, мои дорогие, о детках, может быть, эта женщина мечтала, но так жизнь сложилась, и вот тот ее выбор, она уже адаптировалась. Нам показана женщина не молодая. И вот теперь ее мечта, случайно, как пространство Вселенная, она сбывается. Но это приходит в тот непредсказуемый момент, когда она меньше всего к этому готова. Когда она, ну вот именно останавливается и думает, боже мой, а когда это моя мечта? Но почему сейчас? Почему именно теперь? Почему таким образом? А тем не менее, у нее опять выбор, как когда-то, когда она принимала этот постриг. Мы понимаем, что она занесет младенца домой. Она не оставит его среди холода и луж. Но что она будет делать дальше? Либо она отдаст приемным родителям или куда-то в учреждение этого крошечного младенца, либо все-таки она пройдет тысячу сложностей и неопределенностей и будет воспитывать его сама. Вот какую-то мечту вам судьба возвращает. Вот приблизительно таким образом. Это аллегория, помню. Вы сами открываете двери. И ключ вот этот младенец. Подумайте, мои дорогие. Знаки судьбы. 6, мои дорогие, это победа вообще-то. Это карта заслуженного успеха. У кого-то работа в интернет, у кого-то удаленная работа, у кого-то изучение иностранных языков или языков программирования, изучение какого-то ремесла, поиск удаленной самой по себе работы или как возможности. Вы знаете, когда мы к чему-то приступаем и учимся, это карта заслуженного успеха, тот успех, который на годы, мои дорогие, вот вы какую-то совершенно новую траекторию можете отстраивать. У кого-то вопросы, связанные с поездкой, с переездом, но у кого-то этот переезд на более глобальном уровне. Это как знак судьбы, новое направление. Карта тоже говорит, да, это мужество потребуется. И главное мужество сделать первый шаг, решиться на это, да? Или принять решение, а следом за решением и уже и решиться на этот первый шаг. Но и потом нам не обещают какой-то ковровой дорожки или как путь, который будет обозначен с какими-то указателями. Нет, этого не произойдет, придется идти где-то в одиночку, какую-то тему в одиночку. Но вы знаете, ведь эта карта сулит успех тому, кто умеет работать сам на себя. Вот в первую очередь. И знания,
Чем больше знаний, тем больше ты востребован на рынке труда. Рассматривайте новые варианты. Уран в близнецах все дробит. И не один источник дохода, ну, как минимум второй запасной вариант или запасной аэродром стоит иметь. И ведь эта карта, знаете, интеллекта. Мечи всегда интеллект. Это не есть сознание. Сознание – это наша привычка. Это какой-то шаблон. Когда мы думаем одно и то же, и думаем, мы где-то подзастряли, мы, может быть, и сами готовы выйти, выпрыгнуть из этого круга какого-то, он нам надоел. А вот как это сделать, мы пока не знаем. Может быть, вы будете искать методы, но вам как будто отсюда только вперед, вам на что-то нужно решаться. Все то, что я долго говорила, эта карта подтверждает. И на кону, мои дорогие, ваш успех. Второй знак судьбы. Работай, у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. И если в первом случае дверей нет, в данном случае интернет, пространство, эфир, мои дорогие, весь мир перед вами. Только вы, ваши ограничения, они в вашем сознании. Поэтому вот эта ловушка сознания, и вам как барьер этот надо преодолеть. И здесь, посмотрите, тоже дверь закрыта. Но, в принципе, она прозрачная, мы все видим. И всем есть туда вход, да? Нам показан самое главное – мастер. И двое. Один – это как клиент. И странный рисунок в виде головы козла решил молодой человек себе сделать такое тату на спине. Ну, мы можем разное думать, зачем это ему нужно. Рядом нам показано, вот посмотрите, то есть разное окружение какое-то, разные люди. И нам показана девушка, неформалка, которая наблюдает. Может быть, она так это хитро усмехается, что, ну надо же, вот молодец, себя обозначил. Ну, я шучу, конечно, да. А может быть, она наоборот смотрит, как работает мастер. Нам это неведомо. Но такие, знаете, два персонажа очень ярких, как и неформалка, да, тоже тут у нее тату на голове без волос, так и молодой человек, у которого волос достаточно, но почему-то ему голова архара на спине потребовалась. Самое главное – работа мастера. Ему фиолетово, кто что думает. Ему все равно, какие люди. Он беспристрастно выполняет свою работу. И он ни от кого не прячется. Он все демонстрирует. Это одна из лучших карт в колоде на работу, на успех и на деньги. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. И вы будете взаимодействовать с разными людьми тоже. Будьте к этому готовы. Что говорят люди? Вас как будто вообще даже не должно касаться, затрагивать. Вы будете слышать разное. Кто-то будет вести себя неподобающим образом, бросать какие-то, может быть, нелепые фразы или даже обидные фразы. Мы можем, вот что можно ожидать от этих персонажей? Да все что угодно. Вот и вы себе представьте, что вас окружают вот молодые люди с этим архаром, или вот такая неформалка без волос и с тату, да, и непонятно, что у них в голове. Вы можете даже посмотреть на карту и подумать, ну я бы такого никогда не сделал. Поэтому не оценивайте людей с позиции, чего бы сделали вы и чего бы вы не сделали. У каждого свои тараканы в голове. Вас это окружение не должно, как бы оно вам мешать. Но и с другой-то стороны, вы сами, вот знаете, вот поставили перед собой какие-то задачи, цели, вот все равно мы идем. И даже если кто-то пытается, наоборот, вас налезть, купить и к чему-то склонить, вы тоже не должны поддаваться. Вот, видимо, какой-то период рутины. Кстати, иногда эта карта рутину показывает, когда я говорила много работы. Но работа есть, работа будет. И это, посмотрите, заслуженный успех и денежный эквивалент тоже. Есть ради чего стараться. Ого, знак судьбы, десятка кубков. А это все вместе. Это и ваши достижения, и результат. Это и какие-то вложенные ваши ресурсы в виде вашего профессионализма, экспертности, например, или умения строить бизнес, да, и это уже денежный эквивалент. Это по любви тоже уже у кого-то, может быть, для тех, кто в паре, я говорила тут и по умеренности, все идет своим чередом, но это еще и возможность, между прочим, построить семью или выйти из какого-то одиночества. Ну, понятно, мы должны на что-то решиться. Отпустить одиночество, мои дорогие. У кого-то ведь что придет? Отпускай одиночество. Строй свое счастье. Строй свою семью.
обзаводись детьми, мои дорогие, может быть и так. И даже если вы сами не можете иметь детей, разные меня люди смотрят. Ну, так у нас разные есть способы. И, может быть, для кого-то не случайно выпала вот эта карта «Двойка мечей». Пора строить свое благополучие. Мои дорогие, любимые представители знака зодиака Рак, я правда вас люблю. Время быть счастливым. Я искренне желаю вам, чтобы вы были всегда любимы и счастливы. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, успешны, благополучны всегда.